шорох океанского бриза, соленые брызги на выжженной солнцем коже и бесконечная бирюза, сменяющаяся глубоким изумрудом прибрежных вод. Именно за этим Уэллис отправлялся в самые отдаленные уголки планеты. В свои 28 лет он уже успел завоевать репутацию талантливого профессионального фотографа. Но в отличие от коллег, предпочитавших студийный свет или вылизанные декорации фешенебельных курортов, Уэллис жевал объективом только там, где природа сохраняла свой дикий, необузданный и искренний характер. Для него фотография была не просто работой или техническим мастерством, а способом запечатлеть душу места, поймать неуловимый момент между прошлым и вечностью. На этот раз маршрут его экспедиции пролег в Центральную Америку, в небольшое, но удивительно колоритное государство Белиз. Эта страна притягивала Уэллиса давней мечтой — слияние древней культуры майя, непроходимых тропических джунглей и величественного барьерного рифа обещала сотни уникальных кадров. Подготовив несколько комплектов тяжелой фотоаппаратуры, защищенный от влаги кейсы и запас объективов, Уэллис прилетел в страну и сразу отправился к побережью, чтобы арендовать моторную лодку для исследования мелких островов и мангровых зарослей. Утро выдалось знойным. Воздух был настолько густым от влаги и тепла, что его, казалось, можно было осязать. Местный лодочник оставил Уэллису небольшую, но надежную деревянную моторку с заправленным баком, дав пару советов о течениях и мелях. Молодой фотограф не спеша продвигался вдоль цепочки крошечных островков, время от времени заглушая мотор, чтобы сделать серию снимков. То над водой взлетала стая белоснежных цапель, то кристально чистая гладь отражала запутанные сплетения мангровых корней. Пройдя очередной извилистый пролив между рифами, Уэллис заметил вдали совсем крохотный, буквально несколько метров в диаметре, кусочек суши. Он выглядел довольно странно. Над самой водой возвышалась внушительная гора из сухих веток, плавника и выкорчеванных обломков деревьев, принесенных сюда, по-видимому, прошлым штормом. Островок казался абсолютно мертвым и заброшенным, но что-то в его очертаниях заставило фотографа притормозить. Подплывая ближе, Уэллис поднял видоискатель камеры с длиннофокусным объективом, чтобы рассмотреть необычную кучу бурелома. Внезапно в центре этого темно-коричневого хаоса из ветвей что-то дрогнуло. На мгновение Уэллису показалось, что это лишь игра тени или согретый солнцем мокрый ствол. Но затем среди сухой листвы мелькнуло движение. Кто-то живой находился там, внутри этой импровизированной баррикады. Фотограф заглушил двигатель. Лодка по инерции бесшумно подплыла к самому краю песчаной мели. Уэллис аккуратно перешагнул через борт, погрузив ноги в теплую прибрежную воду, и сделал несколько шагов к суше. Из-под нагромождения коряг показался темный нос, а следом за ним две большие, полные невыразимой тоски и страха глазницы. Это была собака. Животное выглядело ужасающе. Каждая реберная кость отчетливо проступала сквозь истончившуюся, выцветшую шерсть. Лапы дрожали от слабости, а хребет казался острым гребнем. Собака сжалась в тугой комок, забившись в самую глубину сухих ветвей, и с опаской смотрела на приближающегося человека. Было очевидно, что она провела на этом безводном и выжженном кусочке земли далеко не один день, а, возможно, и недели. Как она сюда попала? Сдуло ли ее с проходящего судна, или она оказалась жертвой человеческой жестокости, оставалось загадкой. Уэллис остановился, не желая пугать бедолагу. Он огляделся по сторонам. Вокруг лишь бескрайняя синева океана и далекие зеленые полосы соседних островов. «Эй, есть кто-нибудь?» — громко окликнул Уэллис, хотя и сам понимал бессмысленность этого клича. Ответом ему была лишь звенящая тишина тропического полудня, прерываемая тихим всплеском волн. Остров был абсолютно безлюден.
Оставлять несчастное животное здесь означало обречь его на верную и мучительную смерть от жажды и истощения. Decision был принят за долю секунды. «Но тихо, дружище, тихо, я тебя не обижу», — мягко и спокойно произнес Уэллис, опустившись на корточки. Он медленно протянул руку, давая псу привыкнуть к своему запаху. Собака тихо зарычала от испуга, но в этом рыке не было агрессии, только отчаянный призыв о помощи и животный страх. Уэллис достал из своего рюкзака бутылку с питьевой водой и небольшой запас вяленого мяса, которое брал для перекуса. Налив немного воды в ладонь, он пододвинул ее к песчаному носу. Запах пресной воды подействовал мгновенно. Пес судорожно, жадно начал лизать влагу с ладони человека. Спустя пару минут доверие было завоевано. Уэллис аккуратно раздвинул острые сучья, бережно обнял истощенное тело пса, завернул его в свою легкую куртку и перенес на борт лодки. Ситуация осложнялась тем, что график экспедиции Уэллиса был жестко расписан. Уже через сутки у него был куплен билет на обратный самолет домой. Оставаться в Белизе надолго он не мог из-за обязательств по контракту. Но бросить спасенное создание он уже тоже не имел права. Развернув лодку, фотограф на максимальной скорости направился к материковой пристани. Первым делом Уэллис привез найденыша в местную ветеринарную клинику в ближайшем прибрежном городке. Ветеринар, пожилой и опытный мужчина, внимательно осмотрел пса. Диагноз оказался одновременно утешительным и тревожным. У животного не обнаружили никаких опасных инфекций или переломов, но крайняя степень истощения и обезвоживания требовала немедленного и длительного ухода. Собаке поставили капельницу, обработали мелкие ссадины от сухих веток и прописали строгий диетический рацион. До отлета Уэллиса оставались считанные часы. Ему требовалось срочно найти человека, который согласился бы приютить пса на время, пока сам Уэллис вернется домой, оформит все необходимые международные документы, ветеринарные паспорта и разрешение на ввоз животного. Фотограф начал буквально обходить окрестные дома и расспрашивать местных жителей. Ему посоветовали обратиться к Мелани, молодой местной девушке, которая работала в небольшой экологической организации и искренне любила животных. Тогда Уэллис пришел к Мелани и рассказал историю спасения на безымянном островке. Сердце девушки растаяло. «Я с радостью возьму его под свою опеку», — улыбнулась Мелани, гладя спасенного пса по голове. «Ему нужен покой, хорошая еда и много тепла. Не переживай, я позабочусь о нем, пока ты решаешь вопросы с документами». В этот же день пес получил свое имя. Уэллис назвал его Уинстоном в честь стойкости и душевного спокойствия, с которым этот пес вынес все испытания. На следующий день Уэллис с тяжелым сердцем, но со спокойной душой улетел домой. На расстоянии 1000 километров между ними поддерживалась связь. Мелани практически каждый день отправляла фотографу короткие видео и фотографии. 2 месяца Уинстон прожил в уютном доме Мелани у самого океана. И эти 2 месяца сотворили настоящее чудо. Из дрожащего исхудавшего костяка, укутанного в выцветшую шерсть, Уинстон превратился в невероятно красивого, сильного и статного пса. Его шерсть приобрела густой шелковистый блеск, в глазах появился озорной и преданный блеск, а виляющий хвост стал самым верным индикатором его счастья. Забота, правильное питание и любовь Мелани полностью исцелили его как физически, так и душевно. Его было просто не узнать. Тем временем Уэллис в своем родном городе завершил все бумажные дела, подготовил клетку для переноски, оплатил перевозку и купил билет в Белиз. Теперь уже только для того, чтобы забрать своего верного друга. Тогда, спустя 2 месяца, Уэллис вновь вступил на порог дома Мелани. Его сердце отчаянно билось. Он волновался. Узнает ли его пес после стольких недель разлуки и всех пережитых изменений? Мелани открыла дверь и вывела пса во двор.
Уинстон на секунду замер. Он посмотрел на стоящего у ворот мужчину в привычной выцветшей штормовке и с фоторюкзаком за плечами. Пес принюхался, нагнул голову, а в следующее мгновение из его груди вырвался радостный звонкий лай. Уинстон со всех ног рванул вперед, буквально сбив Уэллиса с ног. Он уткнулся носом в лицо своего спасителя, отчаянно виляя хвостом и облизывая руки человека, который когда-то протянул ему ладонь с водой среди мертвого бурелома. Уэллис обнял пса за шею и прижал к себе. Все сомнения рассеялись мгновенно. Уинстон узнал его с первой секунды. Сформировавшаяся тогда на крошечном безымянном острове посреди океана, связь оказалась сильнее расстояний и времени. Оформив последние формальности, Уэллис и Уинстон вместе отправились в аэропорт. Теперь впереди их ждала длинная интересная жизнь, полная новых путешествий, открытий и настоящей дружбы. Ведь отныне Уэллис и Уинстон были вместе навсегда.